Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. На что она надеется? Загадывайте женщину. Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и смотрим, что сейчас происходит в вашей жизни. Так. В вашей жизни был обман от женщины. Причем обман такой, крутой обман. Женщина эта была такая, вот знаете, дама, любящая деньги, любящая красивую жизнь, которой ей все поклоняются, окружат ее. Она вот любила, когда к ней, знаете, и в дождь, и в снег, и в мороз готовы сорваться. Но несмотря на то, что вот к ней было такое отношение, она все равно ответила вам обманом. Вы очень такой человек семейно ориентированный. Вам и сейчас, знаете, у вас идет нехватка вот семьи, нехватка половинки. Но в то же время вы немного как бы обозлились на женщин, что ли. Вот это вот расставание, обман от вашей прежней женщины все-таки даром не прошел. Свой отголосок он оставил. Но вам все-таки еще хочется, знаете, сейчас вы ориентированы на новую женщину. Вам хочется уже наконец-то встретить поскорее ту единственную, любимую. Вот даже если бы вы сейчас влюбились, вот вы готовы бы и сейчас даже мчаться к женщине, да, вот, ну, которая вам по-настоящему понравится. Вы такой довольно романтичный, даже в чем-то, может быть, мягкосердечный, такой наивный, да. Но жизнь все-таки вас потрепала немного, подзакалила. Так, что еще у вас в жизни проигрывается? У вас, знаете, вот может быть даже были некоторые варианты вот по жизни. Даже вот когда у вас уже испортились отношения с вашей прошлой женщиной, даже вот будучи, допустим, в отношениях с ней, могло быть, что вам встречались другие женщины, да, то есть выбор у вас был среди женщин всегда. Но как-то вот вы то ли не хотели изменять, да, либо же у вас воспитание такое, вот как-то вы считали, что это нехорошо, это непорядочно. Даже из прошлого, может быть, у кого-то у вас была женщина, с которой можно было зароманить, но вот вы как-то вот себя одернули, что ли, да, вот вы не пошли на роман этот, может быть, какая-то старая знакомая по работе, может быть, вместе там, либо учились вместе. Ну, как-то у вас вот был такой, знаете, момент, когда можно было изменить, можно было зароманить, даже не раз, может быть. Но вот как-то вы вот семейно ориентированы, и вы продолжаете таким быть. Вам не нужны женщины, вот эти вот однодневки, которые чисто, знаете, вот кидают мужчин на деньги, которые для развлечений. Нет, вам нужна стабильная женщина, но пока я ее рядом не вижу. Давайте-ка посмотрим все-таки, какая женщина пришла сегодня на расклад и на что она надеется. Так. Пришла женщина, с которой у вас было выяснение отношений. Да, это женщина, от которой был обман в вашей жизни. Она очень веселая, она компанейская. Эта женщина очень легко живет по жизни, знаете, вот она как-то живет играючи, что ли. Это скорее женщина, с которой у вас была либо же семья, либо вы хотели вот семью именно с ней, вот это семейно ориентированная. У кого-то может быть даже вот она либо же родила вам все-таки ребенка, может быть, беременной была, но прервала. Ну, то есть, скорее всего, эта женщина из вашего прошлого пришла. Давайте-ка посмотрим. Да, это скорее она, потому что с ней у вас было кардинальные вот перемены в отношениях. Это скорее, да, это дама из прошлого. Так, на что она надеется? Так, а что ж так плохо ей? Что же она так страдает? Боже!
А знаете, она страдает от того, что она осталась вообще ни с чем. Она осталась вот как-то, знаете, как будто у разбитого корыта. Вот она сейчас осталась без мужчин, без любви, без финансовой поддержки. И вот знаете, она почему-то начала вот именно когда ей стало вот плохо во всех отношениях. Ой, чуть не сбила камеру. Она как-то, знаете, вот начала вспоминать вас. Больше-то не о ком подумать, вспомнить. Вот она, знаете, еще надеется все-таки, что, может быть, с вами еще можно как-то все наладить, разрулить, да, вот она именно вспоминает, когда вот у вас было все хорошо. Вот те моменты, когда вы жили, вот не тужили, знаете, вот эти вот теплые моменты, особенно когда это было поначалу. Но потом в ваших отношениях начался обман. И она, знаете, вот она вроде бы с одной стороны и понимает, что она не права, что она вас обидела, она понимает, что она вас обманула, предала и так далее. Но в то же время она, знаете, как будто вот считает, ну, а с кем не бывает. Ну бывает, ну что ж, ну, вышло как вышло, да, вот. Ну, извинюсь и все, ну а что. То есть, ну, чтобы она особо-то как-то переживала за то, что она предала, нет. Вот она сейчас переживает, что вокруг вот как бы, ну, никому не нужна осталась. Любви нет, денег нет, заботиться о ней некому. И вот она вспомнила вот ту вашу любовь, да, вот я так подозреваю, что это была какая-то вот, ну, красивая любовь у вас, да. Может быть, красивые какие-то романтические поступки были. Она вот сейчас за этим тоскует. И она надеется, что еще как-то вот можно это вернуть. Но она не знает как. Вот знаете, мечтать это одно. Причем, смотрите, у некоторых может проигрываться, что она, возможно, даже ходит к каким-то магам, да, вот там, к бабкам, колдуньям, либо же сама этим пытается заниматься. Вот эти все привороты, отвороты, чтобы каким-то образом вас вернуть. Ей очень хочется снова иметь красивую, сытую жизнь. Она надеется очень сильно на это. Она надеется на то, что вы вернетесь, вплоть до того, что, посмотрите, она готова даже, может быть, забеременеть для того, чтобы снова как-то вас вернуть, привязать, да, вот. Есть, к сожалению, такие женщины, которые думают, что мужчину можно привязать ребенком. Ну, это глубокое заблуждение. Я думаю, вы со мной согласитесь. Но ни одного мужчину, ну, нельзя привязать ребенком. Хоть десяток, да, вот если женщина будет не нужна, то, ну, ни один ребенок не удержит. Да, мужчина может уйти, да, но потом просто детям помогать. Но именно оставаться с женщиной, бывают, да, единицы, бывают очень редко, что вот ради детей живут, но это вообще вам, я и как психолог вам скажу, это очень вредно даже для детей сохранять отношения, вот, просто чтобы, знаете, была вот иллюзия семьи. Потому что дети прекрасно видят и чувствуют, что мама и папа не любят друг друга, они постоянно ссорятся, они это все видят, слышат. Они это чувствуют интуитивно, вот этот постоянный напряг, накал отношений. Лучше быть воскресным папой, чем поломать психику ребенку. Потому что дети, они же как губки, они впитывают все, что они видят. И вот они вырастают с той моделью поведения, которую они видели с мамой и папой. То есть они видят, что это нормально, ссориться, они понимают, что это нормально жить с человеком, который вас не любит. То есть в дальнейшем ребенок вырастает, и у него уже своя жизнь будет поломана. Уже и об ребенка, да, вот, который вырастет, партнер будет вытирать ноги. То есть, понимаете, вот те, кто хотят, вот я особенно обращаюсь к тем, кто хочет сохранить отношения ради детей. Ни в коем случае этого не нужно делать. Вы поломаете жизнь и психику ребенку. Лучше встречаться иногда, но ребенок, по крайней мере, будет, да, видеть там довольного папу, маму, да, но не будет вот этих ссор, скандалов постоянных рядом, не будет накаленной обстановки. Это все, поверьте, это все очень сильно чувствуется. Некоторые говорят, да, мы не ссоримся при детях.
ну, чувствуется, вот, когда люди любят друг друга и когда не любят. Это энергетически просто. Дети, они считывают просто на раз-два, это все считывают, они чувствуют, кто кого любит, не любит и так далее. Поэтому не нужно этого делать. Вот немного я так отступила, да, от расклада. Поэтому вот эта вот дамочка, она, вот знаете, она из тех, которые, вот она бы ничем не побрезговала, но не хочется просто ей унижаться. Она особо вот не жалеет, что она так поступила. Она понимает, что она не права, что она вас обидела, ну как-то особо ее это не напрягает. Единственное, что ее сейчас напрягает, это то, что где взять красивую жизнь, где взять спонсора очередного, да, а поскольку его нет, ну можно как бы вернуться к тому, который любил, кружил, давал деньги, да, а вдруг получится. Поэтому она вот сейчас, вот, знаете, как будто вот сидит вот как здесь, вот как будто, вот, знаете, вот, ну не то чтобы медитирует в прямом смысле слова, но она сидит и думает, а что же делать, как же, да, на какой козе к нему подъехать, как же это все вернуть, красивую жизнь вернуть, да. Вот, поэтому вот это ее сейчас, конечно, очень сильно напрягает. Но, конечно, хочется ведь красивую жизнь, да, вот полно денег, рядом вот бокальчик стоит, да, почему бы не вернуть это все? Но только как вернуть, она этого не знает. Ей подружки, еще я вам скажу, подружки могут подсказывать, сделай то, сделай все, вот, да, вот они могут разные варианты ей подсказывать, допустим, как с вами помириться, как схитрить, ей подсказывают, как через хитрость можно к вам вот подлезть, чтобы как-то попытаться наладить отношения. Поэтому, дорогие мужчины, будьте осторожны, не ведитесь на эти уловки, поэтому... Знаете, вот если женщина ваша появляется, хорошенечко все, либо же разузнайте, да, может быть, она через какую-то хитрость подлезет, начнет там как-то мириться, а если еще у вас и интим с ней будет, знаете, как это обычно бывает, сели там по бокальчику и так далее за праздник, и случилось то, что случилось, да, потом женщина приходит, говорит, что она беременная. То есть не ведитесь и на эти все уловки. Их, в принципе, очень много. Любая женщина, которая более-менее дружит с мозгами, они это все знают, да, знают, как можно мужчину раскрутить, обвести вокруг пальца, да, надавить на какое-то слабое место, на жалость надавить. Это очень легко все делается. Поэтому держите ухо востро, не дайте себя повторно окрутить и желаю вам, конечно же, счастья, но с другой женщиной, потому что корыстные женщины нам не нужны. Я думаю, вы согласны. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И всем пока!